Дорогие друзья и гости канала, всем привет! С вами Людмила. И сегодня приглашаю вас на мастер-класс по вязанию вот таких мокасин-ботиночек, которые, я уверена, вам очень понравятся. Модель эта не новая, не моя, я ее увидела в интернете. И мне очень захотелось записать для вас подробный мастер-класс. Все видео и материалы на моем канале для вас, друзья, абсолютно бесплатны. Я делюсь с вами своим опытом и хочу помочь вам научиться вязать крючком стильную эксклюзивную обувь. Поэтому, если сейчас вы смотрите без подписки видео, то обязательно нажмите прямо сейчас на кнопочку подписаться, на колокольчик. Вы никогда ничего не пропустите и всегда будете в курсе всех новых видео на моем канале. Ну, а мы начинаем. Вязать я буду на размер 36. Я думаю, что у вас все получится, если вы будете вязать вместе со мной. Начинаем с подошвы. Такую подошву я подобрала. Очень красивая. Мне кажется, для таких ботиночек мокасин она идеально подойдет. Очень достаточно плотная, но очень-очень легкая. Здесь уже проколотые отверстия, здесь уже есть стельки. Стельки такие тоже плотные, ничего под них подстеливать уже не нужно на подошву, поэтому будем вот так вязать. Пряжа белая фило дискозия номер 5 на 100 грамм. У меня тут 272 метра. Крючок буду использовать 2,5. Ну и начинаем с обвязки подошвы. Обвязывать буду этой же пряжей, которой буду вязать. Это 100% катон, она достаточно плотная. Вот начинать буду отсюда. Ну, где-то вот от каблука вперед на сантиметр я отодвигаюсь. Если у вас подошва не пробита, вы ее проколите шилом через сантиметр. Отверстия делаете друг от друга. И вот отсюда я начинаю уже вязать. Это будет у меня столбики без накида. В каждое отверстие по 3 столбика без накида. Если вы проколите подошву через полсантиметра, то в каждое отверстие по 2 столбика без накида вяжите. Всегда в первое отверстие провязываем 1 столбик, а в остальные 3 столбика. Все отверстия по кругу обвязываем по 3 столбика без накида. Иногда вы спрашиваете, сколько отверстий получается на подошве. Я не знаю, не считаю ни отверстия, ни петли. В зависимости от размера, который вы будете вязать, будет разное количество отверстий. Если вы четко промеряете через сантиметр, то под ваш размер будет совсем другое количество петель. Так что отмеряйте и по кругу делайте отверстия, и затем по 3 столбика без накида в каждое отверстие провязываем до конца ряда. Вы очень часто спрашиваете, где взять подошвы. На канале есть видео, где я подробно рассказываю об этом. Сейчас в правом верхнем углу появится подсказка, ссылка, нажав на которую вы можете открыть это видео и получить ответ именно на этот вопрос. Когда доходим до конца ряда, вот в это первое отверстие, в которое мы провязали 1 столбик без накида, довязываем еще 2 столбика без накида. И затем в первую петлю соединительный столбик, воздушную петлю подъема, и будем вязать второй ряд. Следующий ряд вяжем столбиками без накида по всей окружности в каждую петлю ряда обвязки. Вот провязали мы второй ряд по кругу, доходим до последней петли, и последнюю эту петлю мы переставляем на маркер. Нить возвращаем в начало, не в начало ряда, а на другую сторону пятки. И теперь мы должны на той стороне найти параллельную петлю, так чтобы одинаково было расстояние от центра пятки. Замеряем и находим точно параллельную петлю, с которой мы начинаем вязать ряд. Следующий ряд у нас будет от этой петли на этой стороне пятки и до маркера будем вязать все столбиками без накида. Провязываем столбики без накида,
отсюда и до маркера. Вот здесь в конце ряда доходим до маркера, и последнюю петлю мы не провязываем, а просто провязываем петлю, которая у нас на маркере, вместе с петлей, которая на крючке, столбиком без накида. Это у нас будет последняя петля. И переносим ее снова на маркер. Возвращаем нить в начало ряда и начинаем новый ряд. Первая петля у нас будет вот эта, то есть вторая петля от нижнего ряда. Вот тут видно петля предыдущего ряда, с которой мы начинали, а теперь во вторую. Вводим сюда крючок и начинаем этот ряд. Вязать его будем уже по узору, чередуя короткие и длинные столбики. Начинаем с обычного столбика без накида из петли предыдущего ряда. Чтобы провязать следующий столбик, опускаемся на ряд ниже и провязываем столбик без накида из петли на ряд ниже. Теперь снова столбик из петли предыдущего ряда и затем снова опускаемся на ряд ниже и провязываем столбик без накида. Вот таким образом у нас получаются коротенькие столбики и длинные столбики. Столбик из петли предыдущего ряда короткий, столбик из петли на ряд ниже длинный. Вот так продолжаем их вязать, чередуя по очереди короткий с длинным столбиком, короткий, длинный, короткий, длинный, и довязываем так до маркера на той стороне. Чтобы здесь не было ошибок и не пропускать петли, ориентируемся по нижнему ряду. В нижнем ряду очень хорошо видно петли. И вот мы смотрим, где мы провязали длинный столбик. Следующий, над следующей петлей будет у нас тут короткий. И вот так тщательно отслеживаем, чтобы все было ровненько. Продолжаем. Здесь в конце ряда вот мы провязали длинный столбик, теперь следующий провязываем короткий столбик, заканчиваем последний, тут у нас будет длинный столбик, провязываем из петли на ряд ниже, и затем уже мы заканчиваем, просто забираем на крючок петлю с маркера и провязываем ее вместе с петлей на крючке. Переставляем петлю на маркер снова. Нить возвращаем в начало ряда на ту сторону и начинаем вязать ряд. Ряд мы всегда начинаем с короткого столбика, поэтому смотрим, вот где у нас первый длинный столбик в предыдущем ряду, над ним вяжем первый короткий столбик. Это будет первый столбик, и так будет в каждом ряду. Над первым длинным столбиком у нас будет первый короткий столбик. Дальше в шахматном порядке, там, где у нас был короткий столбик, вяжем длинный, там, где был длинный, над ним вяжем короткий.
Друзья, обязательно напишите комментарии. Я буду очень вам благодарна за ваши отзывы. Ваше мнение очень важно для меня. Буду рада вашим вопросам. Я стараюсь максимально быстро на них отвечать. Но когда вы ставите лайки, пишите комментарии, меня это очень воодушевляет. На моем канале вы найдете десятки бесплатных мастер-классов с моделями на любой вкус. Переходите в раздел плейлисты, выбирайте все, что ваша душа пожелает, а я буду продолжать делиться с вами новинками и своими секретами. Вот так в шахматном порядке. Длинный, короткий, и наоборот над длинными короткий, над короткими длинными. Получается очень красивый, очень плотный для пятки узор. Здесь еще раз покажу. Вот над длинным мы всегда начинаем ряд. Первый длинный столбик, над ним вяжем короткий. В каждом ряду. В следующем ряду тоже над длинным. И так будем продолжать до самого верха. С этой стороны наоборот заканчиваем всегда длинным столбиком. Вот здесь провяжем длинный, а потом просто берем на крючок петлю с маркера и провязываем последний короткий столбик. Вот так продолжаем и провязываем 12 рядов наверх. Вот мы провязали 12 рядов вверх. У нас получилась такая плотная, крепкая пяточка со скосами. Просчитываем ряды. И теперь нам нужно будет сделать следующее. Протягиваем нить вот сюда вниз, к самой подошве. И будем делать обвязку столбиками без накида по всему периметру пятки. Провязываем столбики без накида в каждый рядок на боковой части пятки. Каждую петелька — это каждый следующий рядок. Обвязываем вот так пятку, потом идем столбики без накида по переду и возвращаемся снова в этот угол. И делаем второй ряд обвязки пятки. При провязывании второго ряда боковая часть просто столбики без накида, а верхняя часть вот здесь вяжем длинными столбиками из петель на ряд ниже опускаясь. И с той стороны боковую часть тоже столбики без накида до низа. Вот так длинными столбиками провязываем вверх, потом боковую часть точно так же, как здесь, и переходим уже на переднюю часть. Переднюю часть будем сейчас вязать вот такими же длинными столбиками, как у нас на пяточке наверху. Вяжем из петель на ряд ниже опускаясь. Делаем вот такую обвязку по всей окружности переда до боковой части на той стороне, до пяточной части. Закончили по переду длинными столбиками и теперь провязываем 2 соединительных столбика и обрезаем нить.
Конец нити перетянем на изнаночную сторону и спрячем в вязание. Вот так мы закончили пяточную часть и подготовили мокасины к вязанию переда. Теперь будем переходить на вязание переда. Здесь еще хочу подсказать, вот многие говорят, что иногда пятка получается такая легкая, какая-то мягкая. Вот я хочу показать, у меня рекомендованный тут на нити крючок 3,5-4, а я вяжу крючком 2,5. Получается тугая вязка. Если вы хотите для обуви, но всегда берите немножко меньше крючок, чтобы вязка была как можно плотнее. Теперь впереди находим центральную петлю. У меня вот тут есть отметка, где центр подошвы. Если нет, то смотрите, максимально ровненько найдите центральную петлю, отметьте ее маркером. Теперь от этой центральной петли вправо отсчитываем 5 петель, начинаем в пятую петлю, привязываемся столбиком без накида. Теперь делаем накид, пропускаем одну петлю и во вторую 2 столбика с одним накидом. Один столбик с одним накидом. И в эту же петлю еще один столбик с одним накидом. Теперь снова одну петлю пропускаем, во вторую 2 столбика с одним накидом. Дальше одну петлю пропускаем, во вторую 2 столбика с одним накидом в одну петлю. Первый столбик с одним накидом. И в эту же петлю второй столбик с одним накидом. Снова одну петлю пропускаем, во вторую 2 столбика с одним накидом. Один столбик. И сюда же в эту же петлю еще один столбик с одним накидом. Вот у нас уже 4 таких пары провязаны. Провязываем еще одну, пропускаем петлю и во вторую 2 столбика с одним накидом. Это будет последняя пара, 5 пар всего таких. Теперь накид не делаем, пропускаем одну петлю и вяжем столбик без накида. Последнюю петлю переносим на маркер, нить возвращаем в начало ряда и вяжем второй ряд. Здесь от первой петли отступаем одну петлю, во вторую вяжем столбик без накида. Теперь накид и 2 столбика с одним накидом вот сюда в первую арочку перед первой парой из 2 столбиков. Теперь во вторую арочку 2 столбика с одним накидом.
В третью между следующими парами 2 столбика с одним накидом. Между следующими парами тоже 2 столбика с одним накидом. И еще 2 столбика с одним накидом вот сюда. Теперь последняя, где у нас стоит петля на маркере. Сюда после этих последних 2 столбиков провязываем 1 столбик с одним накидом. Делаем накид, протягиваем нить и переносим петлю с маркера на крючок. И вместе с этой петлей провязываем столбик с накидом. Теперь одну петлю пропускаем и во вторую столбик без накида. Это последняя петля. Переносим ее на маркер. Нить возвращаем в начало ряда. Дальше третий ряд и все последующие вяжем точно так же, как мы вязали второй ряд. Отступаем вперед, одну петлю пропускаем, во вторую столбик без накида. Перед первой парой из 2 столбиков провязываем 2 столбика с одним накидом. И дальше вяжем по 2 столбика с одним накидом между каждыми парами этих столбиков предыдущего ряда. В конце здесь провязываем 1 столбик с одним накидом, а второй провязываем столбик с одним накидом вместе с петлей, которая на маркере. Пропускаем петлю и провязываем столбик без накида. Все, дальше ничего не меняем, вяжем так еще несколько рядов. И всего мы должны провязать 7 таких рядов. 7 рядов переда. Для размера 36 будет достаточно. Если размер больше, провяжите 8 или 9 рядов.
Вот когда мы провязали 7 рядов, теперь мы будем делать обвязку этого ряда столбиками без накида. Возвращаем нить в начало ряда, отступаем вперед на 1 петлю, вяжем столбик без накида и дальше в каждую петельку предыдущего ряда вяжем столбик без накида от начала до конца ряда. В конце ряда последний столбик провязываем вместе с петлей, которая у нас на маркере, и дальше в следующую петлю провязываем столбик без накида. Вот на этом мы ряд этот закончили. Следующий ряд у нас будет изнаночный. Провязываем 2 соединительных столбика по боковой части. И затем поворачиваем на изнаночную сторону и будем вязать следующий ряд. 2 воздушные петли. И теперь пропускаем 2 петли по боковой части и 2 петли по передней. И над первой парой столбиков вяжем столбик с одним накидом над первым столбиком предыдущего ряда и еще один столбик с одним накидом над вторым столбиком предыдущего ряда. Снова 2 воздушные петли. Теперь смотрим, где у нас были столбиками с одним накидом. Мы 2 столбика пропускаем, а над следующими 2 снова вяжем 2 столбика с одним накидом. Над первым столбиком 1 столбик с одним накидом. Над вторым столбиком 2 столбик с одним накидом. 2 воздушные петли. 2 столбика снова пропускаем. Над третьим столбик с одним накидом, над четвертым столбик с одним накидом. Две воздушные петли, снова пропускаем 2 столбика, над третьим и четвертым по столбику с одним накидом. Вот так у нас получается этот ряд. Видите, вот тут у нас в предыдущий ряд столбики без накида, а на ряд ниже у нас столбики с одним накидом. Вот мы смотрим, 2 пропустили, над 2 другими 2 столбика, опять 2 пропустили, опять 2 столбика. Продолжаем до конца ряда. В конце ряда последние 2 столбика провязали, 2 воздушные петли. И на боковой части пропускаем 2 петли в третью соединительный столбик. Затем еще один соединительный столбик и вяжем по лицевой части. Вязать будем столбиками без накида. Под арочки вот из воздушных петель вяжем по 3 столбика, между столбиками 1 столбик. Провязываем так весь ряд. Под арку 3 столбика без накида, 2, 3.
Вот здесь между столбиками 1 столбик без накида. Под следующую арку 1, 2, 3. Между столбиками 1 столбик без накида. Продолжаем. Под арочку 3 столбика без накида, между столбиком 1. 3, 1, 3, 1 до конца ряда. В конце ряда присоединяемся соединительным столбиком к следующей петле на боковой части. Затем провязываем 3 соединительных столбика и начинаем изнаночный ряд. Две воздушные петли. Теперь вяжем столбики с одним накидом вот здесь посередине арки, то есть над серединой арки провязываем 2 столбика с одним накидом. Снова 2 воздушные петли и над следующей аркой 2 столбика с одним накидом. То есть у нас получается как бы теперь тоже арки, но они будут в шахматном порядке идти. То мы вязали над столбиками, теперь мы вяжем над арками столбики. А над столбиками у нас будут воздушные петли. Все наоборот. 2 воздушные петли. Над следующей аркой 2 столбика с одним накидом, и так до конца ряда. 2 воздушные петли, над аркой 2 столбика с одним накидом. Вот так должно получаться в шахматном порядке. Вот такие вот узор у нас, вот такой узор получается. Довязываем до конца ряда. В конце ряда 2 воздушные петли, на боковой части 2 петли пропускаем в третью столбик без накида. Еще один соединительный столбик и начинаем лицевой ряд. Опять же, как предыдущий. Точно так же под арки вяжем 3 столбика без накида, между столбиками 1 столбик, 3 столбика, 1 столбик. Под последнюю арочку провязываем 3 столбика без накида. Присоединяемся соединительным столбиком к боковой части. Дальше 3 соединительных столбика и разворачиваемся наизнанку. Продолжаем вязать в шахматном порядке, точно так, как мы вязали предыдущие ряды. И вяжем столько рядов, пока мы не дойдем до задней части. Вот пока мы с задником не встретимся.
Вот мы дошли до пятки. Здесь у меня получилось 14 рядов, 7 лицевых, 7 изнаночных. Теперь, чтобы изнаночный ряд провязать, двигаемся по пятке вверх. Соединительные столбики по пятке 3. Разворачиваемся и уже привязываемся к передней части, отсюда с боковой. Вот 3 соединительных столбика, 2 воздушные петли. И вот сюда над первой аркой 2 столбика с одним накидом. Абсолютно ничего не меняется, просто двигаемся дальше, но уже соединительные столбики у нас будут идти не по боковой части, а вот по боку пятки. Заканчиваем ряд. Тут 2 столбика над арочкой с одним накидом, затем 2 воздушные петли. И вот здесь на боковой части пятки пропускаем 2 петли и в третью соединительный столбик. Затем еще один соединительный столбик, разворачиваемся на лицевую сторону и под каждую арочку провязываем 3 столбика без накида. Между столбиками 1, как и в предыдущих рядах. Продолжаем так наверх вязать еще несколько рядов, пока не дойдем до верха, не сравняемся с ровной частью пятки верхней. Вот я провязала еще 4 лицевых, 4 изнаночных ряда, чтобы сравняться с верхней частью пятки. И теперь будем делать обвязку, но последний ряд я буду обвязывать не по 3 столбика под каждую арочку, а по 2. 2 столбика под арочку, 1 между столбиками, 2 столбика под арочку, 1 между столбиками. А вот таким образом мы сокращаем немного количество петель, и мы делаем здесь верх такой, чтобы он хорошо держал форму аккуратно, чтобы потом не было расхлябано. Поэтому вяжем 2 столбика под арочку, 1 между столбиками. Вот провязали по переду, теперь дошли до пятки и продолжаем по пятке вязать столбики без накида. Доходим до переда, потом сюда до угла и еще потом один такой же точно ряд, столбики без накида. Теперь заканчиваем этот второй ряд здесь и начинаем на пятке вязать точно такой узор, который у нас был внизу на пятке. То есть чередуем длинные и короткие столбики. Один короткий столбик, один длинный, один короткий, один длинный. То есть из петли предыдущего ряда и следующий из петли на ряд ниже. Провязываем так всю пятку до передней части.
Вот так чередуем длинный, короткий столбик, и у нас получается точно такой узор будет, как вот здесь внизу. Провязываем до передней части. И здесь продолжаем этим же узором, длинный, короткий. Вот какой у нас есть следующий, длинный, потом короткий, длинный, короткий. Вяжем вперед на протяжении вот первых 3 арок провязываем. Вот провязали над 3 арками мы таким же узором, каким мы вязали по пятке. И теперь дальше вяжем до той стороны, тоже вот не доходя 3 арки до конца, вяжем столбики с одним накидом в каждую петлю предыдущего ряда. Здесь мы будем вывязывать уже такой язычок. Вот так у нас получаются вот эти столбики с одним накидом. И мы будем довязывать их вот сюда, на эту сторону. Отмерим тут тоже 3 арочки вот так. И наметим петлю, до которой будем вязать. Поставим сюда маркер. И вяжем столбики с одним накидом до этого маркера. Дальше от маркера начинаем вязать вот таким узором, который у нас на пятке. И по пяточной части в шахматном порядке продолжаем этот же узор и довязываем до столбиков опять с одним накидом. Вот провязали столбики с одним накидом до маркера. Маркер снимаем и вяжем сейчас один столбик короткий из петли предыдущего ряда, один столбик длинный из петли на ряд ниже. Снова столбик короткий из петли предыдущего ряда. И столбик из петли на ряд ниже, длинный. Продолжаем так вязать этот ряд. Подходим к пяточке, и здесь вот, если вдруг у вас не совпало, чтобы в шахматном порядке чередовать, одну петельку подгоните или ее пропустить, и тогда вязать, но чтобы опять у нас пятка пошла дальше. Там, где был короткий, мы вяжем длинный столбик, там, где был длинный, короткий. Продолжаем и довязываем вот сюда, на эту сторону, до столбиков с одним накидом. Вот довязали мы до столбиков с одним накидом. Тут у нас последний столбик, провязываем его. Столбик у нас из
петли предыдущего ряда. И дальше вяжем рельефный столбик с одним накидом. Вот так заводим крючок под первый столбик и провязываем столбик с одним накидом. Теперь над следующим столбиком вяжем обычный столбик с одним накидом. Снова рельефный столбик, вот так обхватываем следующий столбик и вяжем столбик с одним накидом. Следующий обычный столбик с одним накидом, затем рельефный столбик. Вот так чередуем. Один столбик у нас рельефный, один столбик обычный. Над каждым столбиком вяжем до конца на той стороне, когда у нас закончатся столбики с одним накидом. Такой узор нам даст визуальное ощущение, что язычок у нас связан как бы резинкой. Чередование рельефных столбиков с обычными будет очень красиво смотреться. Я думаю, что вам видно, хорошо понятно, как это делать. И, в принципе, ничего сложного в этом нет. Но я еще оставлю, чтобы вы еще посмотрели. В принципе, очень просто вяжутся рельефные столбики. Просто мы крючок подводим под сам столбик и обвязываем его как бы обычный, как обычно вяжем столбик с одним накидом. Довязываем вот сюда до этого места и дальше переходим к узору пятки. Опять же, чередуя длинные и короткие столбики, вяжем опять до столбиков с одним накидом. Вот здесь переходим уже к узору чередования длинных и коротких столбиков. И у нас вот такое вязание будет дальше продолжаться. Вот отсюда и до той стороны, до длинных столбиков мы вяжем вот такой узор, а язычок провязываем рельефными и обычными столбиками. И у нас как бы язычок, он будет возвышаться над моделью, потому что он будет выше за счет того, что здесь столбики с накидом. Дальше, когда довяжем до столбиков с одним накидом, над ними точно так продолжаем. Над рельефным столбиком вяжем рельефный столбик, над обычным обычный. То есть ничего не меняя. Провязываем так 6 рядов. Вот я провязала не 6, а 7 рядов, потому что мне кажется, вот высота будет самая нормальная. Вы смотрите, если вам нравится, вот на этом этапе сделайте тоже 7 рядков. И вот здесь я буду уже заканчивать. Нить вот здесь надо будет обрезать. Провяжу пару соединительных столбиков, обрежу нить и конец нити переведу наизнанку и уже с той стороны спрячу в вязание. Вот почти готово. Вы знаете, мне очень нравится результат. Мне кажется, получилось здорово. Форму хорошо держит, красивый такой. Так что уже все сделано. Теперь нужно провязать еще шнурок и украсить впереди шнурком. Заодно он будет держать этот ботиночек на ножке крепко. Я покажу, как вязать шнурок. Вот длинную нить оставляем, конец нити очень длинный, потому что буду вязать шнурок из 2 нитей. Вот таким образом я и беру, делаем первую петлю и дальше вот так беру 2 нити и провязываю так шнурок. Я просто показываю, но на самом деле, если вы хотите более подробно, у меня есть записанный мастер-класс по вязанию шнурков. Под этим видео я поставлю вам ссылочку на него, и вы можете там просмотреть более внимательно, как можно связать шнурок.
Вы можете использовать готовый шнурок, не обязательно его вязать. Вы можете использовать также ленту подходящую. Если у вас, ну, это будет зависеть от того, какого цвета у вас будет пряжа на модели, что туда лучше подойдет. Но я вообще люблю на вязаных вручную изделиях, чтобы были вязаны вручную шнурки. Это мое такое правило. Но иногда все-таки, когда очень хорошо и целесообразно использовать какие-то другие материалы, почему бы и нет. Иногда я использую ленты сюда и какие-то брошки, поэтому вы уже смотрите, тут на вкус и цвет. Вот так провязываем этот шнурок необходимой длины. Дальше шнурок протягиваю сквозь отверстие с помощью крючка по задней части и потом завязываю. Вот, а теперь сделаю, ну, можно прицепить какие-то бусины на конец шнурка, наконечники. Я вот использую таких 2 кольца, вот так как видела на фотографии, точно так же повторю. Просто обвязываю эти кольца столбиками без накида и потом привязываю их к шнуркам. Мне кажется, это довольно оригинально и красиво. А вот обвязываем такие 2 колечка и потом оставляем небольшие концы нити и привязываем их к концам шнурка. Вот и все, все будет готово. Ну вот, я думаю, что у нас, друзья, с вами все получилось. Надеюсь, что вы довольны результатом. Я, например, очень довольна. Изделие достойное, действительно достойно нас и наших ножек, правда же? Друзья, если это видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк, не забудьте подписаться на канал. Обязательно поделитесь этим видео в своих социальных сетях со своими друзьями и знакомыми. А также пишите, пожалуйста, комментарии, свои вопросы, если они у вас есть. Я обязательно на них отвечу. Давайте дарить своим близким тепло наших рук и до новых встреч!